Всех приветствую, подписчиков, гостей канала, где я показываю самоделки, различные лайфхаки, много разного, полезного. В этом видео я покажу, как отремонтировать своими руками кран-буксу. При этом вам не нужно будет ничего покупать. Тема видео родилась спонтанно, как бы это я не планировал такое видео снимать. Ребята, отступление буквально 2 минуты, потерпите. Предисловие скажу, чтобы потом меньше было вопросов, для чего это я снимаю. А потом я уже вам всю эту технику покажу, как это все делается. Легко и просто, на самом деле. Как всегда, люди там начинают придумывать какие-то неимоверные лайфхаки или показывают что купить, где купить. Не надо ничего покупать, надо вот сделать, как я сделал. Но минуту вашего времени я объясню, почему и как, что это все было. В общем, такой случай. Значит, подхожу к компьютеру, сажусь, мне YouTube выкидывает, значит, в рекомендованные видео, не помню, или Китай говно, или Китай в жопе, но я как-то путаю названия их. И вы не думайте, что я что-то против имею творчества этих каналов. Мне они симпатичны. Даже, видите, мне в рекомендацию приходят от них видео, я их всегда смотрю с удовольствием, все, я не берусь оценивать, потому что, это коллеги по цеху. Они там своими занимаются, лайфхаками, распаковками, я тут своими делами, друг другу мы никак не соприкасаемся, я не хочу ни делать ни пиаром, ни антипиаром, мне как-то по барабану. Но в чем прикол-то? Посмотрел я, значит, это видео. По обыкновению, поставил лайк. Кстати, мне тоже можете лайк заранее поставить. Сейчас уже на всех каналах об этом говорится. Начал смотреть, поставил лайк и сидишь свободно, ничего не забудешь. Вот, иду, значит, в ванну, открываю кран с горячей водой и слышу, как паровоз загудел, начал закрывать, он побежал. И, в общем, бежит и до сих пор бежит. Вот, думаю, как раз YouTube молодец, прям в руку мне это видео подсунул. Такое совпадение, думаю, не случайное совпадение. Я маленько так в приметы верю. Есть какая-то магия в этом. Думаю, мне повезло. Значит, я вооружен, я посмотрел Китай говно или Китай жопа, не помню, как это называется. Видео, сейчас сяду, так же сделаю, и все будет круто. А потом вспоминаю детали-то, видео-то. Вот давайте я возьму бумагу, мне-то не сильно подойдет этот случай, ребята. Не сильно. Вот что Китай говно-то говорит? Он нам что говорит? Так, беру чистый лист бумаги, он говорит, берете кран-буксу. Основная-то в фильме идея-то в чем заключалась, да? 500 000 просмотров. Берете кран-буксу, разбираете. Итак, давайте, значит, уже к видеоматериалу обратимся. Значит, показываю сейчас, как гудит, как я откручиваю. Потом опять встречаемся за столом. Итак, видите, вода бежит, начинаю закрывать. Вот, я полностью барашек не держит конкретно уже, да? Что-то, видимо, случилось. И вот такие звуки. Прикольные, да, звуки? Берем, значит, разводной ключ и откручиваем кран-буксу. Так, воду мы перекрыли, конечно, заранее. Так, смотрим, что у нас тут по кран-буксе. Итак, разбираем кран-буксу. Для этого вот это стопорное кольцо снимаем. Дальше снимаем вот эту резиночку, заглушечку с обратной стороны. Выкидываем все оттуда. Вот, выкидываем все оттуда. Значит, у нас здесь керамика, вроде керамики ничего не должно быть. Если, конечно, у вас фильтра нету,
И не попал сюда песок и что-то такое. Так, дальше снимаем вот этот, вытаскиваем центральную ось вот эту. Видим тут две резинки прокладочки вот такие. Ну, резинки я поменяю. Как и этот товарищ нам и говорил, вот именно вот с такой коробочкой. Вот такая коробочка, такая как у него в принципе. Я, кстати, заказывал у лучшего продавца, чем он. Ну, как бы это не скромно, но факт есть факт. Вот такая коробочка, я здесь обязательно подберу. Но в другой, может, раз, мне сейчас выковыривать, тратить время не хочу. Резиночки эти, сальнички можно поменять. Смазать и все, как он обещает. Так, дальше что у нас идем? Мы разобрали, посмотрели. Деталей тут раз, два, три, я обчелся. Так, что для ремонта мы поняли, да, уже? 3 детали. Я сейчас зарисую примерно эти детали. Вот кранбукса, вот штырек идет, да? Здесь вот такая заглушечка стоит, пробка. И здесь, значит, керамика. Ну и тут механизм, который крутит эту керамику. И вот товарищ нам говорит, вот сюда надо медную шайбочку поставить. Но я почему-то не нашел, что там стояла какая-то медная шайбочка, ее тут нету. Какая-то, что ли, неправильная кранбукса. Так, здесь ничего не подцепляется с этой стороны. Да там нету ничего. Вот с завода никакой не было, ни второпластовой никакой, или куда-то стерлась вообще в пыль. Или что, ну нету. Шток маленько даже вот выдвинулся, но видно, что выработка. Да, действительно, надо что-то подложить. Теперь я начал перебирать свои шайбы, которые нужны для этого. Там должно 10 на 14,8, по-моему, шайба медная. Она же шайбочка, она же еще кто-то там. Диаметр, значит, этого колечка должно быть примерно около 15 миллиметров. Два варианта. Или двигаться в автомагазин, покупать за 50 рублей шайбочку, что не имеет смысла по цене кранбуксы. Или покупать за 500 рублей 500 шайбочек в Китае. Но это тоже цена, значит, на 500 кранбукс. У меня столько нету и не планируется в ближайшие пару сотен лет. То есть этот вариант тоже отметается. Так что Китай в жопе, у тебя видео интересное, хорошее, но бесполезное. Мне, вот как, реальному зрителю ваш совет никак не помогает. Этот вариант, оба отпадают. Теперь включаем, значит, мозг и думаем. Шайбочка должна вот здесь находиться. Да, вот в этом месте шайбочка должна находиться. Так, вот здесь она так вращается. Тем самым, получается, эта шайбочка сдвигает вот эту керамику, прижимает плотнее. То есть, видать, выработка в этом месте произошла, шайба второпластовая, выработалась. Получается, что эти диски керамические друг к другу плотно не прилегают, отсюда и начинает течь кран. Ну вот я так понимаю эту схему. То есть идея заключалась в чем? Вот Китай вот этот в жопе или как, я не помню. Вот честно, ребята, я к каналам хорошо отношусь. Но вы сами так назвали, я тут ни при чем. Если я назвал Майер, ну Майер. Но если как бы, ну тоже может склоняется как-то нехорошо. Ну
Зато запоминается. Китай в жопе, все это я хоть ночью разбуди, я помню, что есть такой канал. Вот. Вот сюда она прижимает. Вот этот миллиметр как раз прижимает к резинке вот эти диски. Все, и течь устраняется. Мы помним, что специальную шайбу 10 на 15 нам нигде не найти. Вот я дома и в гараже перерыл свои все, ну как эти сказать, ящички, где эти могло быть. Но как всегда, когда что-то нужно, что-то ищешь, срочно необходимо, ни черта не найдешь. Хотя они, может, и есть эти шайбочки. Но вот я порылся по своим этим загашникам, ничего не нашел. Есть там одна у меня медная шайба, но ее надо под десятку сверлом проходить. Но это целая работа. Я тогда думаю, ладно, а почему с этой стороны? Ну, сделал производитель так, с этой, ну, технологически он так сделал, ему так выгоднее сделать быстрее для сборки. Но суть-то от того не изменится, если, допустим, я эту шайбу, и теперь уже не важно, потому что ее не надо будет одевать. Куда я положил эту? Вот с этой стороны надо, чтобы десятка вот оделась, шайбочка. Так. И при этом мы ограничены 14,8 наружным диаметром. Вот, видите, вот сюда она должна вот так одеться. И туда запихнуться. Мы принимаем такое решение. Я думаю, что вот это так и остается, сюда ставим назад. Я почему-то даже уверен, что моя идея будет работать в обратной последовательности. Я уже и забыл, как ставить. По-моему, вот так она ставится в обратной последовательности. Так, воспользуемся пинцетом. Теперь у меня была какая мысль первая. А почему вот сюда не поставить шайбу? Ну то же самое получается. Но не с этой стороны мы подожмем, но с этой стороны подожмем. Вот сюда ставим шайбу медную. Ну или любую. Но это крайний случай, как выход. Просто с этой стороны подложить шайбу и придавить. Все будет работать. Будет. Но еще лучше, все-таки, как конечное. Для моего видео вы можете экспериментировать, подходить, находить там разные там резинки или еще что-то там, вот, что можно сюда подложить, что у вас, как говорится, есть под рукой. Все-таки я считаю, будем конечным вариантом моего лайфхака резинку использовать. Хотя можно экспериментировать, я говорю. Но суть, все-таки я считаю, что туда найти сложнее шайбочку, да практически невозможно. Если вдруг у вас сегодня побежало, и вы побежали смотреть видео, и попало вам случайно мое видео, я уверен, что в результате вы остановите течь крана. И скажете мне спасибо в виде лайка, и может что-нибудь напишите одобрительное. Я вот не знаю, правда, сейчас ванну, там обои еще клею в комнате, снимать, не снимать, такого класса видео, они как бы очень трудозатратные, не знаю, как спрос будет смотреть, людям интересно, неинтересно, реставрация ванны. Если что, тоже напишите мне под видео, что хотели бы посмотреть или нет, а то я буду тратить время. Это действительно вот на реставрацию ванны, это вот сложнее видео снять, чем вот про эту кранбуксу. Так, ну так, все плотненько, все посмотрели, все расправили резиночки, ничего не перекосилось. Мне кажется, ничего не перекосилось. Будем пробовать ставить и смотреть. Значит, в начале видео вы все помнили, значит, гремит, орет, как паровоз, кран, бежит струйка воды.
И теперь закручиваем вот такое решение. Так, закручиваем назад. Немножко подтянем. Коллега, прошу включить воду, стояк. Пошла водичка. Водичка пошла, прекрасно. Звуков никаких нету. Давайте закроем. Давайте откроем, закроем еще несколько раз. Открыли, закрыли, открыли, перекрыли воду. Ну и все, потом барашки я на место ставлю. Но видим, что ничего не капает, не бежит. Так, и еще вот частая проблема с этими кран-буксами, значит, вот здесь вот слизывается вот это насечки. Я что думаю, надо просто взять наждачную бумагу, да, пару ниток от наждачной бумаги оторвать. Все, просунули. И теперь так. Все, и забивайте. Все, вода бежит. Вода перекрыта, нигде не гудит, не жужжит и не капает. Все чин-чинарем. Все у нас получилось, всех поздравляю. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Уже более сотни я выложил полезных видео. Ставьте лайфхаки, говорю, ставьте лайки. И до новых встреч, друзья. Это был Майер, пока. Вы меня видели вот эту распаковку, да? В Китае заказывал недорого, 225. Вот таких замечательных, вот даже с картинкой, колечек резиновых. Причем маслостойкие. Они идут для автомобиля. Ну, для воды это вообще шикарные.